деревне это кайф. Нюхаешь свежий воздух каждый день, заряжаешься витамином D. Но есть одно но. Насекомые. Когда живешь в городе, насекомые практически не встречаются. Можно открыть окошко, и никто не залетит к тебе в квартиру на яркий свет. Ну, если ты, конечно, не живешь возле леса. Видела я пятиэтажку возле леса ночью, и до первого этажа все было облеплено жуками размером с тараканов. Напоминала кадры из фильма «Квартира Джо», где у чела в квартире жило просто стадо тараканов, с которыми он сначала боролся, потом подружился, и они ему помогли признаться девушке в любви. Похоже на пиар-компанию для тех, кто не может побороть тараканов в своей квартире. Просто подружитесь с ними. Откормите и съешьте. Ну вот, если в обычном жилом доме в городе содержать квартиру в чистоте и вовремя выносить мусор, то насекомых можно вообще никогда не видеть. Я однажды жила в квартире старенькой, и пару раз там пробегали тараканы. То ли они были от прошлых жильцов, то ли от соседей, потому что у меня еды не было. Мне лень готовить, я часто покупаю. Сразу готовая и сразу съедаю. Короче, прибегала пару тараканов понюхать, не появилась ли у меня еда. Или проверить, не сдохла ли я с голоду. И я их лаком для волос. Пшик-пшик. И они как бежали, так и застыли. Это удобно, не надо отравой травить, и не надо тапком их по полу размазывать. Chill, bro, nothing happened. Но в деревне, где я провожу пока что большую часть своей жизни, к сожалению, просто квартира Джо на фоне отдыхает. Столько разновидностей насекомых жили со мной в доме, что я могла бы их сушить и коллекционировать. Но несмотря на то, что они намного меньше меня, я их все равно боюсь. Как представлю, что по мне бежит таракан. Причем насекомым не важно, чисто там у тебя или грязно, есть еда или нету, убираешься ты каждый день или нет. В кустах же не интересно сидеть, намного интереснее побегать по стене, насрать паутину на потолке, где никогда в жизни ни одной мошки не пролетит. В деревне вообще не надо беспокоиться о том, чтобы завести себе домашние животные. Они сами решают, что будут жить с тобой. Мыши будут жить под полом. Приблудится обязательно какой-нибудь соседский кот. Его можно будет гладить и иногда подкармливать. Но вот насекомых вообще подкармливать не нужно. Кот ест тараканов, тараканы жрут с мусорки, мухи смакуют еду со стола, так что нужно одной рукой отмахиваться, другой быстрее есть, пока на еду не насрали. Мух ест паук, а скалопендры едят вас по ночам. Я иногда просыпаюсь с укусами на пальцах. Раньше я думала, что у меня какая-то аллергия. Но какая? Почему она только ночью появляется? Потом стало точно понятно, что из меня кто-то сосал кровь ночью. Комаров у нас даже на улице нету. А если и пролетают рядом, то я их не интересую. От меня не пахнет кровью, у меня низкий гемоглобин. Пауки, шо ли? Но я живу не в Австралии, и у нас нет пауков, которые могут просто так к человеку подойти. А в доме тусуются только те, у кого даже зубов нету, которых даже не видно из-за того, что они совсем почти прозрачные. Чем они питаются? Воздухом? Я начала кое-кого подозревать. И однажды утром мои подозрения подтвердились. Я нашла у себя на постели лапки. Лапки скалопендры. Только не падай, только не падай. В каждый дом однажды прилетает муха. Но в мой дом она прилетает каждое утро. Как только цветочки распустились весной, начинается нашествие мух. Залетает в комнату, непонятно зачем, и начинается облет комнаты по кругу в течение 24 часов без остановки. Потом ей надо сесть тебе на лоб на одно и то же место 50 раз. А потом начинается битва со стеклом. Всегда кто-то пробирается в дом в постиранном белье. Оно, когда сушится на улице, туда может кто-то залезть. Так я и не увидела паука, который залез в мою простынь. Я начала ее надевать на матрас, и из простыни выбежал паук. Повезло, что мое сердце выдержало, потому что паук был относительно маленьким и идеально лег под подошву моего тапка. Эти пауки просто все облепили своей паутиной на улице. Сижу я вечером в своей беседке, смотрю не на красивый закат, а на паука. Вот муравьи самые безобидные, на мой взгляд. Упала какая-то крошка от печенья, они вылезли, зачистили и уползли обратно. Не бегают по дому просто так, не издают звуков, не кусаются, да еще убирают за мной. Я однажды смотрю, на полу какая-то какаха лежит, думаю, кто же мог ее оставить? Собаки у меня нет, кот роет ямки в саду всегда. Может, ежик? Он каждую ночь приходит пожрать из кошачьей тарелки. Я никогда не видела, какие какашки у ежика, кстати. Но приглядевшись получше, я поняла, что это просто слизень, на которого я наступила в темноте, и он перестал блестеть и стал похож на какашку. А так-то анишка даже живые блестят от своей слизи. Короче, я и так слишком много рассказала историй про моих домашних животных, а то подумайте, что я на болотах живу и в грязевой ванне купаюсь.